Что же на самом деле произошло в танцевальной студии в тот день? Почему Чингук вдруг стал таким эмоциональным во время репетиции? И почему Тэхён выглядел совершенно ошеломленным увиденным? Атмосфера в комнате мгновенно изменилась, и то, что последовало за этим, стало моментом, которого никто не ожидал. Репетиционная студия наполнилась знакомыми звуками музыки, шагами и той невероятной энергией, которой всегда славились BTS. Это должна была быть обычная репетиция. Участники были сосредоточены на оттачивании каждого движения, каждого перехода и каждой детали. Как всегда, ожидания были высоки. За эти годы BTS заработали репутацию группы, чьи выступления на сцене выглядели легкими, но требовали бесчисленных часов упорной работы за кулисами. Чингук стоял на своем обычном месте, полностью сосредоточившись на хореографии. Его преданность никогда не подвергалась сомнению. С момента своего дебюта в качестве самого молодого участника BTS он заслужил прозвище «Золотой Макне» за свою способность преуспевать почти во всем, к чему прикасался. Будь то пение, танцы, выступления или создание незабываемых моментов для фанатов, Чингук всегда, казалось, был полон решимости выкладываться на все 100%. Однако в тот день что-то было не так. Пока играла музыка, несколько участников заметили, что Чингук стал необычно тих. Обычно он шутил во время перерывов или обменивался игривыми комментариями с остальными. Но на этот раз он казался глубоко сосредоточенным, почти погруженным в свои мысли. Тэхён был одним из первых, кто заметил перемену. Известный своей крепкой связью с Чингуком, Тэхён часто обращал внимание даже на самые незначительные изменения в настроении младшего участника. Во время короткой паузы в репетиции он оглядел комнату и сразу почувствовал, что что-то не так. Чингук опустил голову. В комнате воцарилась тишина. На мгновение никто ничего не сказал. Затем ты заметил что-то похожее на слезы в глазах Чингука. Его выражение лица мгновенно изменилось. Энергичная атмосфера, которая еще несколько минут назад наполняла студию, внезапно стала тяжелой. Ты шагнул вперед, явно обеспокоенный. Растроганный вид Чингука был чем-то редким, что случалось перед группой. На протяжении всего пути BTS Чингук часто производил впечатление человека, который испытывает огромное давление, стараясь при этом оставаться сильным ради всех окружающих. Другие участники быстро тоже обратили на это внимание. RM остановился и посмотрел на Чингука. Как лидер, он всегда брал на себя ответственность за эмоциональную поддержку участников, особенно в трудные периоды. Выражение лица Джина стало серьезным. Несмотря на то, что он известен своим юмором и позитивной энергией, он лучше многих понимал, насколько сложной может быть жизнь артиста. Шуга молча наблюдал со стороны, за его спокойным поведением часто скрывалось глубокое понимание эмоциональных трудностей, с которыми сталкиваются исполнители. Джей Хоуп, обычный источник поддержки и оптимизма, сразу же выглядел обеспокоенным. Чимин выглядел встревоженным. Все чувствовали, что происходит что-то важное. Годами BTS вместе переживали и триумфы, и трудности. Они праздновали невероятные достижения, били рекорды и выступали перед миллионами поклонников по всему миру. Однако за каждой историей успеха стояли бесчисленные жертвы, которые публика редко видела: долгие часы, бесконечные репетиции, физическое истощение, психологическое давление и постоянное стремление к совершенству. Это были реалии, которые понимал каждый участник. Когда репетиция прервалась, Чингук молчал. Тэхён осторожно подошел, и беспокойство в его глазах невозможно было скрыть. Никто не ожидал того, что произойдет дальше. Наконец Чингук заговорил. Его голос был спокойным, но эмоции, стоящие за ним, невозможно было игнорировать. Он объяснил, что давление, которое он оказывал на себя, стало чрезмерным. Даже после многих лет успеха он все еще чувствовал ответственность за то, чтобы становиться лучше с каждым выступлением. Каждое выступление имело значение. Каждая песня имела значение. Каждый фанат имел значение. Он плакал не из-за неудачи, критики или из-за того, что что-то пошло не так во время репетиции.
Вместо этого он был переполнен чувством того, как много BTS значит для него. В комнате стало еще тише, пока участники внимательно слушали. Чингук размышлял о пути, который они прошли вместе, от стажеров с большими мечтами до мировых суперзвезд, чья музыка затронула миллионы жизней. Размышления об этом путешествии напомнили ему о жертвах, которые принесли все участники, о трудных днях, неопределенности и моментах, когда успех казался невозможным. Воспоминания нахлынули внезапно. Тэхён выглядел ошеломленным, не потому, что не понимал чувств Чингука, а потому, что осознавал, как глубоко самый младший участник хранил эти эмоции внутри себя. Годами поклонники наблюдали, как Чингук взрослеет на их глазах. Он пришел в индустрию в очень юном возрасте и вырос в одного из самых узнаваемых исполнителей в мире. И все же в тот момент он казался уязвимым. Это напомнило всем, что даже мировые звезды – всего лишь люди. Наконец, заговорил RM. Его слова были простыми, но сильными. Он напомнил Чингуку, что совершенство никогда не является целью, важны искренность, рост и совместное движение вперед. Джин кивнул в знак согласия. Шуга тихо добавил, что каждый артист переживает моменты сомнений, независимо от успеха. Джей Хоуп подчеркнул, как все гордятся преданностью Чингука своему делу. Чимин заверил его, что никто не ожидал, что он будет нести все бремя в одиночку. Тэхён остался рядом с ним. Сначала беспокойство на его лице постепенно сменилось пониманием. Дружба между двумя участниками всегда была очевидна для фанатов. На протяжении бесчисленных выступлений, интервью и закулисных моментов они демонстрировали связь, построенную на доверии и взаимной поддержке. Теперь эта связь была видна снова. Атмосфера в студии постепенно начала меняться. Напряжение спало. Участники собрались вместе. Разговор стал меньше о танцевальных репетициях и больше о важности поддержки друг друга. Это было напоминанием о том, что BTS никогда не определялись исключительно музыкой. Их сила заключалась в единстве, способности вместе преодолевать трудности и готовности поддерживать друг друга в сложные моменты. По мере продолжения обсуждения Чингук чувствовал себя все более комфортно. Эмоции, которые изначально всех удивили, постепенно сменились облегчением. Впервые за этот день он улыбнулся. И эта улыбка изменила все. Участники тут же ответили смехом, ободрением и шутливыми комментариями, которые помогли разрядить обстановку. Однако никто не забыл о значимости произошедшего. Потому что иногда самые сильные люди несут на себе самые тяжелые эмоции. А иногда самые сильные моменты происходят вдали от сцены, в тихой репетиционной комнате, где дружба важнее совершенства. Эмоциональная атмосфера в репетиционной студии сохранялась еще долго после того, как Чингук поделился своими чувствами. Пока участники сидели вместе во время перерыва, воспоминания начали нахлынуть. RM вспомнил первые дни неопределенности. Джин вспомнил бесчисленные ночи, проведенные за репетициями до изнеможения. Шуга вспомнил моменты, когда решимость должна была преодолеть сомнения. Джей Хоуп размышлял о страсти, которая ими двигала, Чимин вспоминал эмоциональные трудности, а Тэхён размышлял о дружбе, которая становилась крепче с каждой трудностью. Разговор постепенно перешел в более глубокую плоскость. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на расписаниях или достижениях, участники говорили о благодарности друг другу за свой путь и за ARMY. Чингук признался, что видеть, как далеко они продвинулись, иногда было невыносимо, объяснив, что слезы были связаны как с благодарностью, так и с давлением. В конце концов, разговор перешел к будущему. Участники говорили о своих целях, надеждах и опыте, которые они еще хотят получить. Эта страсть вновь наполнила энергией комнату. Один за другим участники встали. Когда музыка снова зазвучала, все вернулись на свои места. Чингук выглядел увереннее. Тэхён выглядел спокойнее. Хореография возобновилась, но движения стали более четкими, а синхронность – более сильной. Они больше не просто репетировали выступление, они праздновали путь, который их объединил.
Когда свет в студии погас и участники приготовились уходить, Чингук оглядел комнату. Он увидел 6 человек, которые прошли с ним через каждый этап его жизни, 6, кто понимал трудности, которые мало кто мог в полной мере постичь, и кто будет продолжать поддерживать его, независимо от того, какие испытания его ждут дальше. Тэхён заметил выражение лица Чингука и снова улыбнулся. Слова были излишни. Слезы, которые потрясли всех, в конечном итоге стали напоминанием о чем-то гораздо более важном. Связь между BTS остается нерушимой. В основе каждой истории BTS лежит не просто музыка. Это дружба. Это доверие. Это семья.